Попробуй надавить, так брызнем гноем, и страх мертвящий заглушаем воем. И те, что первые люди, что в хвосте. Знаешь, что он мне говорил, когда я курил? Дядя Паша, алкоголь, табак и прочие затуманивающие разум вещества усиливают нашу зависимость от страха и опускают до уровня животных. Ни одно животное не может самостоятельно преодолеть созданный эволюцией капкан. Это ему 5 лет тогда было. Похоже на Пифагора. Он говорил, что человек... Он грек, а вино они точно пили. А где можно познакомиться с его трудами? Уже нигде. Всю информацию Сергея Георгиевича удалили со всех источников, как будто его и не было никогда. Здрасте. Добрый день. А это на экскурсию к Адамову? Что? Без понятия. И обязательные жертвоприношения. Отцами нашими воспетые не раз. Печать поставили на наше поколение. Лишили разума и памяти и глаз. Я с его отцом знаком был. Мы вместе в армии служили, а потом я инженером устроился, а он священником стал. Так и дружили с ним до самой смерти. Чьей? Диана. Нет, ничего. Он такие шутки тоже любил. Вот анекдот рассказывал. Приходит мужик пьяный домой, открывает дверь, а там смерть. Себе взамен Бог создал человека, как пробный манекен. Идея эта не новая, не охайна никем. Я докажу, как дважды два. Адам был первый манекен. Садитесь. Скоро пойдем. Вы из университета тоже? Как зовут? Я? Да, я преподаю. Светлана Андреевна. Дядя Паша. Очень приятно. Очень приятно. Ко мне все только однокурсники приходят. Физтеховцы, биологи. Не знаю, посвящение какое-то у них здесь. А я вот журналистики. А Маринка биолог, она меня сюда привела. Нет, это хорошо, что вы интересуетесь. Все-таки Адамов мировая величина, гений, а его никто не знает, никто не признает. Кто еще про него расскажет? Денежку передавайте за экскурсию. Да, конечно. И флеерок возьмите. Пожалуйста. Я вообще хочу клуб организовать, где мы будем изучать жизнь и труды Адамова. В свободном доступе их не найти. Все правительство удалило. Так что слушайте дядю Пашу, молодежь. Так, все, заходим. А вы к Адамову какое отношение имеете? Он практически у меня жил. Вот эта квартира моего отца. В 98 году она перешла ко мне по наследству. Если вы не верите, я потом могу показать документы. А вот, подождите. Вот фото. Посмотрите. Это мы с Жорой в армии, с отцом Сергея Георгиевича. Вот это я. Это Жора. Так, надевайте. В обуви не ходить. Приборы, кнопки, включатели, выключатели, ничего не трогать. Вот, собственно, здесь, в этой квартире, наверное, можно сказать, и вырос легендарный Сергей Георгиевич Адамов. Создатель мыслящих компьютеров, человек, научившийся и научивший всех нас выращивать искусственные органы, который спас тысячи жизней своими разработками. Как настоящий гений. Уже в детстве он знал несколько языков, разбирался в физике, математике, биологии. Наверное, больше, чем любой старшеклассник и даже студент. И с юных лет мечтал о том, чтобы помогать людям. А, кстати, первые слова его, знаете, какие были? Проходите. Родители сначала думали, что он отсталый. Он не ползал
не двигался, просто сидел и смотрел в одну точку. Не трогай ничего! Я же сказал, ничего не трогать. Студенты, У рукожопы. вас, я думаю, с напряжением что-то. Не заходи сюда. Когда ему было 2 года, он увидел, как их кошка растерзала залетевшего в их квартиру голубя. Он тогда в первый раз заплакал. Смотрел, как птица умирает, и ревел. Потом нашел папин молоток и добил ее. Мать мне рассказывала, приходит он весь в грязи, в истерике, перья кругом. И говорит он ей слова первые. «Мама, мне нужно всех спасти». От чего спасти? От страданий, от смерти. Жора с маленьким Сергеем Георгиевичем часто приходили ко мне в гости. Ему нравилось играть с моими приборами, инструментами, больше, чем с пластилином, который, как известно, хорошо развивает мозги. Я ему показывал, как все работает, а он все, видно, было понимал. А вот посмотрите, что он рисовал еще совсем ребенком. Представляете, практически сам придумал евклидову геометрию в 3 года и даже дальше пошел. Уже когда он подрастет, он признается, что именно вот в этих вот рисунках было зашифровано знаменитое уравнение, известное сейчас как уравнение Адамова-Гёделя. Это оно? Да. А что оно означает? Это уравнение описывает математическую референцию, которая неизбежно возникает, когда мы описываем решение соответствия бесконечности и конкретных величин. Спасибо. Да. Да, в 4 года Сергея Георгиевича отчислили из детского садика. Он хотел сделать переливание крови себе и своему другу. Он просто считал, что друзья должны быть как братья и даже думать одинаково. Опять тот же Пифагор. Он говорил, твой друг, твое второе я. Да. Короче, стал я за ним присматривать, учить чему мог. Хотя это скорее я у Сергея Георгиевича учился. У меня, кстати, тут фото есть. Ну вот посмотрите. Родители его боялись страшно. Особенно, когда он кошку прооперировал от онкологии. Вырастил ей дома, как в теплице, новую печень. Она с тех пор еще 10 лет прожила. Вот, кстати, есть фото, гляньте. Тогда ему было 9 лет. Он на 2-м курсе МГУ учился. Отец резко против таких опытов выступал, говорил, сколько Богом отмерено, столько и должно прожить. А я ему говорю, Сергей Георгиевич, может, мне новый вырастешь? Идемте дальше. Короче, стал он у меня практически жить. А домой приходить раз в неделю навещать. Я ему даже эту комнату отдал для работы. На 5-м курсе его уже заметили и предложили специальную работу в секретном НИИ Уроборусе. Сергей Георгиевич шутил. Ну, то есть Университет робототехники России или Российский университет робототехники. Понятно, что название только для прикрытия. Получается, он там делал роботов? Там, да вот, послушайте, что он сам пишет. Так. Дядя Паша, как ты? Я уже доехал, и отработал 2 дня. Условия проживания нахожу довольно... Так. Вот. Познакомился с Валентиной Геннадьевной Личной. Это он про Платонова, директора Уроборуса. Сказочно умная женщина. Занималась тем, что сейчас называется биохакингом с 80-х годов. Продолжая вышеначатую тему, скажу еще раз про то, что я сильно впечатлен ее успехами в синтезе биопроцессов с органами тела. Мне должны поручить самое сложное направление – создание искусственных органов. А вот это его работа? Не совсем. На самом деле, когда он приезжал, он говорил, что надоело ему все. Они не решают главных проблем, которыми он хотел заниматься. Боль, страх, попытки продлить жизнь, преодолеть смерть – это все ведь не нервы, железы и гормоны, это мозг. Только укротив его, мы станем свободны. Только один раз он приехал счастливый и вместе с подругой. Представляете? Она на филолога училась. Замечательная девочка, песни пела. Хотите посмотреть? На филолога? А где, может, я ее знаю? Наверное.
это была дочка Платоновой. Я как увидел, что на все эти жуткие банки с таким интересом разглядывает, сразу понял любовь до гроба. Она им восхищалась. Сама Платонова их союз не одобряла. Я вообще думаю, что она Сергея Георгиевича боялась. Он тогда часто говорил, что хочет уйти из Уробороса, хотел открыть свое направление. Он ей писал: мозг воспринимает реальность не только с помощью органов чувств нашего тела, но и создает эту реальность для органов чувств нашего тела. Это бесконечный процесс. Вклинившись в него, я смогу создавать мир, полностью подконтрольный нам. Я создам мир, в котором не будет вражды, войны, непонимания. Нам даже не нужны будут тела. Я просто вздрагиваю от одной мысли о том, какие возможности открываются с помощью этих технологий, если подключить глобальные сети. Представь, что ты получаешь информацию одновременно со всех видеокамер и слышишь одновременно со всех микрофонов. Мы с Юлей сделали пробное погружение, это был непередаваемый опыт чистого общения. Но неудивительно, что Платонова запретила им общаться по Сергею Георгиевичу, заперла в лабораторном корпусе, всю информацию от нем удалили, как будто не было такого человека никогда. Родители исчезли. Так он был в изоляции 2 года. Мы с Юлечкой придумали план, как его вытащить, только убежали они недалеко. В грузовик врезались, погибли вместе. А может быть, вы слышали, знаете, такое загородном шоссе была такая большая авария. Ну, теперь что делать? В лучшем мире будут все вместе. Да, только их там не было. Я видела протокол вскрытия, были тела. Все, Были экскурсия только окончена. тела. Говорите, где они, где моя дочь? Экскурсия окончена, спасибо. Ай, ты зараза! Еще 5 контейнеров. Не найдешь ты ни ша. Сережка не дурак, не огурец, чтоб все в банке мариновать. И я ничего не скажу. Можешь и не говорить. Там, где сокровище твое, там и сердце, да, Сережа? Ты знаешь, где меня найти. А мы живем в мертвящей пустоте. Попробуй надави, так брызнем гноем, и страх мертвящий заглушаем воем. И те, что первые, и люди, что в хвосте. И обязательные жертвоприношения, отцами нашими воспетые не раз. Печать поставили на наше поколение, лишили разума и памяти и глаз.